Дорогие друзья, давайте сделаем с вами общий расклад на тему «Что между вами?». Будет 3 позиции. Первая, вторая, третья. Давайте выберем сигнификаторы. Загадывайте человека или троих. Итак, первая позиция, вторая позиция и третья позиция. Что между вами? Итак, единички. Что между вами? Так, вы находитесь в процессе трансформации, единички. Что-то у вас сейчас меняется. Что-то у вас претерпевает перемены. Скорее всего, формат отношений меняется. Итак, что между вами? Разбитое сердце, ревность, скорее всего, третьи лица в отношениях, неопределенность. Здесь что-то неопределенное, но так длиться не будет, да, карта трансформации, карта смерти указывает на перемены. Так, а почему здесь разбитое сердце? Почему ревность? Смотрите, здесь такое ощущение, что вы стоите на пороге перемен. У кого-то развод, у кого-то, наоборот, заключение брака. Нужно идти вперед, но есть какие-то преграды, препятствия, да, семерка жезлов, сопротивление. Кто-то из вас сопротивляется. Давайте посмотрим, что делаете вы. Что делаете сейчас вы в этих отношениях? Вы стараетесь наладить контакт. У вас есть надежда на будущее, вы строите планы. Да, вы хотите стабильности. А что хочет здесь партнер? Что хочет загаданный человек? Здесь может быть с его стороны треугольник. Да, с его стороны треугольник. Возможно, измена. Карта дьявол. Либо он в других отношениях находится. Но знаете, здесь хорошо то, что ответственности он с себя не снимает. И такое положение вещей, да, когда есть неопределенность, когда есть третьи лица, оно его вполне не совсем устраивает. Да, оно его удручает. Что на перспективу между вами? Смотрите, у многих отыграются возвращения в прошлое отношения. У каждого своя ситуация. Если актуальны прошлые отношения для вас, либо для вашего партнера, то здесь вы в них возвращаетесь. Либо вы в свои, либо партнер в свои. Если вы давно с человеком вместе, то здесь однозначно будет примирение и выход на новый уровень. Потому что стабильность здесь кто-то из вас боится терять. И будет, скорее всего, какое-то предложение. Давайте посмотрим, с чьей стороны. Что будете делать вы? Выбор. Вы закроетесь, да, карта выбора. Смотрите, здесь вы уйдете из этих отношений, здесь вы как будто отстранитесь, да, будете выбирать и уйдете. А что будет делать партнер? Смотрите, ну здесь, когда петух жареный клюнет, здесь он захочет вас вернуть. Он поймет, что ему без вас никак, он поймет, что ему без вас сложно, грустно, плохо, ему все не очень. К чему это приведет? Смотрите. Здесь будет борьба за отношения, да, опять же, для каждого по-разному. Если вы в стабильных отношениях с этим человеком, да, и есть третье лицо в плане соперницы, то мужчина остается с вами при королеве пентаклей, будет бороться за отношения, будет преодолевать трудности, оставит любовницу, оставит третьих лиц, вернется с вами в отношения. Здесь вот эти перемены нужны. Если же вы в статусе любовницы, да, либо у вас отношения, смотрите, если вы в статусе любовницы, то он остается с женой, то он остается с супругой. Если же вы в отношениях здесь, да, в других,
то вы в тех же стабильных отношениях и остаетесь. Какой совет вам по ситуации? Завершение цикла, примирение, но делать это все нужно очень аккуратно. Смотрите, здесь карта любовь, здесь действовать нужно только исходя из любви. Человеку вы дороги, человек будет возвращать с вами отношения, несмотря на трудности в отношениях, несмотря на такое, так скажем, сложное поведение, на наличие третьих лиц. И если он вам дорог, то здесь можно идти с ним на примирение, здесь нужно идти вот именно по зову сердца, но здесь будет выход на новый уровень, здесь будут перемены, потому что в том формате, которым есть сейчас, продолжаться уже не может. Благодарю единички за просмотр. Буду рада, благодарна вашим лайкам, комментариям и подпискам. Благодарю всех, кто смотрел. Идем ко второй позиции. Так, двоечки, что же между вами происходит? Смотрите, у вас уверенное движение вперед. Вот может отыграться расстояние, но сейчас посмотрим. Движение вперед. Что сейчас между вами? Верховный жрец, императрица. А здесь вы стоите на пороге серьезных отношений, да, те, кто еще не в браке, обязательно к браку придут. Здесь либо супруга вы загадали, да, либо женатого человека, потому что здесь карта у вас указывающая на брак. Что между вами сейчас? Страшный суд. Скорее всего, вы идете к браку, да, заключение брака. Идете правильным путем. Соберитесь, силы вам потребуются для того, чтобы, знаете, вот сделать вот этот последний рывок, потому что идете вы в верном направлении. Карта колесницы — это вот именно прорыв. Скорее всего, очень долго был застой какой-то, скорее всего, на что-то не решались, но теперь то, что вы делали ранее, принесло свои результаты. Итак, что делаете сейчас вы? А вы не торопитесь, вы правильную позицию избрали, вы стабильны, вы знаете, что у вас все хорошо, для чего смотрите. Король Пентаклей, мужчине своему вы доверяете, вы знаете, что он вам даст эту стабильность. А что делает мужчина? Так, а мужчина выбирает? Так интересно. Да, мужчина как будто выбирает. Вы знаете, такое ощущение, ему нужно справиться с какими-то трудностями. Такое ощущение, что вы для себя все решили, а мужчина еще немного колеблется, да, еще вот как будто бы перед принятием важного решения у него такой небольшой мандраж. И причиной тому могут быть сложности с работой, с финансами, да, какие-то нерешенные вопросы, которые ему нужно решить, и тогда, да, даст он вам эту стабильность, но вы здесь молодец, вы в нем уверены. Что на перспективу между вами? Он здесь недолго будет сомневаться, он здесь двинется вперед. Все преграды он разрушит, все преграды он устранит. Правда, может немножко подустать, знаете, вот рванет вперед, будьте готовы его наполнять, насыщать, приободрять, потому что ему ваша поддержка очень нужна. В процессе вот этой борьбы он может немножечко подутомиться, скажет: все, запал мой иссяк, дайте мне отдохнуть. Умейте проявить вот именно женскую мудрость для того, чтобы подарить ему вот эту энергию, которая ему необходима для движения вперед. Что на перспективу с вашей стороны, что вы будете делать? Смотрите, у вас верные шаги, ваши шаги вполне справедливые, вполне они такие правильные, они взвешенные. Здесь вы свой шанс правильно используете, но у вас какие-то сожаления будут. А по поводу чего сожаления? Может быть конфликт, на почве чего?
Может быть, знаете, опять же, колесница. Не стоит форсировать события, потому что здесь он может в какой-то момент затормозить, а вы хотите уже движение вперед. И не нужно форсировать, иначе на этой почве могут возникнуть недопонимания. Что будет делать он на перспективу, да? Что он будет делать? Рыцарь жезлов. Здесь будет движение вперед, будут действия с его стороны. Пустая карта может в какой-то момент впасть в ступор. Может в какой-то момент, знаете, вот дайте я еще постою, с мыслями соберусь, вроде бы мне и так хорошо, и нужно идти дальше. Вот какая-то, знаете, то решительность, то нерешительность, да, эти вот качели, идет вперед, но как будто бы вот 2 шага прошел, постою, отдохну, наберусь сил. Еще 2 шага прошел, еще постою, отдохну. К чему это приведет? Проблемы решите. Здесь все плохое остается в прошлом. С трудностями вы справитесь, и справляетесь вы с ними хорошо. Ограничения. Что за ограничения? Паш мечей. Смотрите, здесь могут быть какие-то уроки жизненные, либо какая-то информация, возможно, с документами какие-то вопросы, да, либо какой-то документ не готов для того, чтобы осуществить намеченные планы, либо что-то, вот знаете, бумажные какие-то дела, либо известия затормаживают ход событий. К чему придете? К чему придете? Смотрите, здесь какая-то ситуация, да, возможно, вам придется побыть на расстоянии, вот в период решения вот этих сложностей, вопросов, вам нужно будет проявить свою мудрость, вам нужно будет проявить вот это вот терпение, смирение и здравомыслие для того, чтобы не создать вот этих конфликтов, для того, чтобы не разрушить то, к чему вы идете. К чему в итоге-то придете? К чему в итоге вы приходите? Работаете над отношениями. Королева Пентаклей. Свою стабильность вы получаете. Карта Мир. Успешно завершается этот цикл. Придете вы к браку, придете к стабильности. Трудности умеете преодолеть. Давайте совет для двоечек посмотрим. Оставьте ситуацию как есть, не форсируйте события, да, карта повешенной, вот пусть висит. Умейте искать компромисс, умейте, даже если поссоритесь в процессе ожидания, умейте сделать шаг вперед. Не нужно здесь амбиций, не нужно здесь каких-то таких резких шагов, не нужно утверждаться за счет партнера, нужно уметь прощать, нужно уметь мириться. И как следует обдумывайте свои шаги, как следует взвешивайте то, что вы говорите, то, что вы делаете. Не должно быть здесь давления, не должно быть здесь перетягивания одеяла друг на друга, каждый на себя точнее. Вам нужно понять, что вы боретесь за одно, цель у вас одна. Не нужно стараться здесь мериться майками. Благодарю двоечки. Буду благодарна за лайки, комментарии. Всех благодарю за просмотры. Идем дальше к третьей позиции. Так, что между вами, троечки? А здесь выбор. Здесь выборы, как его сделать, выбираете. С одной стороны, знаете, гармония, хорошо вместе, но как быть дальше? Давайте посмотрим. Семья, отношения давние, движение вперед. Здесь, возможно, кто-то из вас не свободен, да, но общаетесь давно и хочется двигаться вперед. Что с вашей стороны? Неопределенность. Скучаете, тоскуете, зависимы от человека. Но ведете себя, знаете, максимально стабильно и умеете использовать каждый шанс, который вам преподносит судьба. Но здесь такое ощущение, что вы от чувств отстраняетесь, да, здесь, скорее всего, кто-то не свободен, возможно, вы. А что партнер сейчас?
У партнера какие-то перемены, у партнера какая-то вот трансформация, он думает, скорее всего, в какую сторону. Да, ваши отношения рулить, он хочет сближаться. Если вы не определились, то он определился, он хочет. И смотрите, ему важно вот этот шанс на сближение не упустить. А почему он может упустить вот этот шанс на сближение? Он как будто бы, знаете, как будто не в ресурсе. У него может сил не хватить. Он может, знаете, заниматься не только развитием отношений с вами, но еще какие-то там проекты, дела, цели. И вот, ты знаешь, дорогая, вот у меня сейчас перемены, я хочу быть с тобой, но я не могу, потому что у меня то ли финансов не хватает, то ли сил не хватает. Что на перспективу между вами? Что на перспективу между вами? Вы знаете, тот, кто был виноват, придет и покается. Какая-то ситуация здесь случится, пустая карта, здесь вот какое-то непредвиденное обстоятельство. И оно вас как будто сблизит, оно поможет вам договориться до чего-то, поможет вам прийти к компромиссу. Здесь будет прорыв. Возможно, придется поспорить, возможно, придется о чем-то, знаете, подоговариваться. Договориться будет сложно. Принять позицию друг друга будет достаточно тяжело. Что будете делать вы? Если вы замужем, то вы при супруге, вы при своем муже. Вы самодостаточны, для вас важна стабильность, и эту стабильность вы как будто бы не хотите отпускать. Но вы хотите идти дальше, знаете, скорее всего, вы замужем и смотрите на мужчину, на человека, с которым хотите развития отношений, но в то же время не хотите терять ту стабильность, которая у вас есть. Что будет делать он? Переживает. Тройка мечей, разбитое сердце. Смотрите, а он может вернуться, либо возобновить отношения с женщиной из прошлого. Да, здесь треугольник. Здесь такое ощущение, что вы в своих отношениях, а он в своих. Но между вами взаимодействие. К чему это приведет? К чему это приведет? Здесь будут отношения, но отношения будут тайными. Отношения будут тайными, и очень вероятно, что либо откроются они, да, правда выйдет наружу, здесь будет разоблачение, либо прекратятся. Потому что здесь вроде начинается развитие, но потом либо прекращается, либо здесь вас разоблачают, да, выходит вся правда наружу. И ревность, взаимные претензии, понимание, что выбор все-таки нужно делать, дальше идти вместе не можем. Что будет после? Карта повешенной, нужно будет чем-то жертвовать. Либо теми отношениями, в которых вы находитесь, либо вот теми, на кого смотрите. Да, здесь карта выбора, она и есть карта выбора. Вы чем-то жертвуете. Думаете, как вам идти дальше. Какой вам совет? Давайте посмотрим, троечки. Какой совет вам по ситуации? Карта звезда. Верьте, надейтесь, любите. Вы должны понимать, какая у вас цель. Цель строить серьезные отношения, сохранять серьезные отношения, либо цель получать удовольствие, да. Поймите, что все в ваших руках, карта маг. Какая бы ни была ситуация, вы сможете с ней справиться. И цели поставленные вы добьетесь. Чувства к мужчине, да, здесь проявляйте. Ему нужны ваши чувства, ему нужна ваша любовь, ему нужны ваши эмоции, которые он от вас получает. Сколько бы ни было третьих лиц, да, вот в отношениях, тем не менее вы человеку важны. А давайте посмотрим, как он к вам вообще относится. Истинное отношение. Ограничения. Вы для него императрица. Вы для него самое лучшее. Вы для него самое-самое вообще невероятное. Но перед вами он как мальчишка. Он готов с вами начинать, но чувствует вот эти ограничения. Если бы вот этих ограничений не было, если бы вы не были в отношениях, если бы вы не были в браке, то здесь все могло бы сложиться, потому что он вас видит вот самый лучший, самый любимый.
Благодарю вас, троечки. Благодарю всех за просмотр, за лайки, за подписки, за комментарии. До встречи всем в новых видео.